Привет! Сегодня суббота, в городе живем, выехать нет возможности сегодня на природу, а шашлычков хочется, значит надо сделать самим дома в квартире. В основном я делаю, у меня такая чугунная плита здоровая есть, но может у кого нет, а он тоже шашлыков хочет, значит как будет без чугунной плиты поступить. Вот сегодня будет рецепт, как сделать вкусные шашлычки в квартире без чугунной плиты. Сделаем мы их в рукаве. Рукав чем выгодно? Во-первых, готовится вкусно, во-вторых, быстрее, а в-третьих, самое главное, после себя не надо потом еще духовку отмывать полчаса. Не так разбрызгивается. Так что все. Для этого первое, что выбираем мясо. Мясо лучше всего взять, если есть возможность, наподобие вот свиной шеи. Тогда оно немножко жирное, и можно обойтись вообще без сала. Потому что жир придает шашлыку вкус. Лучше взять не замороженный кусок, розовый, хороший. Не забываем помыть и полотенечком просушить. Что нам еще для этого понадобится? Понадобится много лука. Я вот возьму вот столько на килограмм мяса. А можно и больше взять. Понадобится мне палочки для шашлыков деревянные. Кстати, маленький секрет. Эти палочки надо будет замочить хотя бы минут на 20 в воде. Таким образом они не будут сгорать в духовке, а будут хорошо, если они будут сырыми, эти палочки. Мне понадобится томатный сок, мне понадобится чуть-чуть уксуса, мне понадобится соль, сухие приправы, всякие такие ароматные сухие приправы, которые для мясных изделий, для шашлыка годятся. Я думаю, что у кого-то есть перец и есть чеснок. Вот, в принципе, основные ингредиенты, которые нам нужны для того, чтобы сделать вкусный шашлык. Начинаем резать мясо. Мясо будем резать кусочками не очень маленькими, потому что если они будут очень маленькие, значит не будут такие сочные. Желательно мясо порезать кусочками где-то вот приблизительно, сейчас покажем какого размера. Возьмем где-то вот как минимум вот такими вот кусочками. Вот. Потому что если мы сильно маленькими порежем, они могут высохнуть, и это уже будет очень нехорошо. Так что пока что порежем, приготовим все мясо. Итак, режем. Продолжаем. Вот беру вот так. Раз. И вот так. Вот какие сочные кусочки получаются потом. О. Вот. Размер. Отлично. Выбрасываем все в какую-нибудь нержавейку или какую-нибудь пластмассовую плошку, которая, как говорят, потом не будет этого окисляться, чтобы не окислялось. Вот. Вот этот кусочек можно где-то приблизительно вот на столько частей порезать. Теперь займемся луком. Лук на этот шашлык нанизывать не буду, так что лук буду резать. Можно полукольцами, можно четвертинками, ну лучше вот так где-то полукольцами, но в принципе довольно мелко. Потому что нанизывать его между мясом не будем. Для чего? Сейчас этот весь лук перережем. И потом сделаем вот так. Берем этот лук и немножко надо подавить его, чтобы он сок пустил. Вот сюда сверху вот так на мясо, вот так вот сдавливая. Раз. О. Тогда он выпускает сок. Так, хорошенько придавить. Вообще шашлык это мужская работа. Потом женщины, наверное, правильно придавить не умеют. Вот. Вот. Раз. Вот с этой стороны видно, как мы его кромсаем. Все-таки в субботу надо чем-то заниматься. В субботу надо
буду заниматься любимыми блюдами, кулинарией. А деньги зарабатывать надо в течение недели. Вот. Сейчас меня снова будут критиковать, что без дымка. Ну, с дымком это когда на природу поедем, там с дымком. А если я здесь устрою дымок на 8 этаже в Буэнос-Айресе, то завтра я уже буду в полицейском участке шашлычком наслаждаться. Баландой. Так что надо исходить из условий, которые есть. А, спасибо за совет. Там один подписчик мне вчера написал, что надо бросить в кастрюлю еще горящий уголек, накрыть, и будет тоже с дымком. В принципе, тоже можно. Только пока распалишь, уголек добудешь, опять же полквартиры дыма будет. Так что обойдемся пока просто вкусовыми качествами шашлыка. О, знаете, а? Аж видно, как я его вычавливаю хорошо. Вот. Потому лука будет больше. Потому что потом в конце покажем, куда мы его еще применим, этот лук. Вот, все, уже почти с луком заканчиваем. Осталось совсем немножко. А если бы еще, когда готовишь шашлычок, можно рядышком поставить чуть-чуть пива там. И вообще весело пройдет все. Даже не заметишь, как уже и шашлык будет готов. Так что это одно наслаждение. Что же вам даст? Ага. А то потом эпизод в кадре будет неправильный. Так, значит, это мы закончили, так сказать, с луком. Вот, так, луком засыпали. Берем соль. Сверху по луку посыпаем солью. То есть посолим. Можно хорошо посолить, можно, как говорят, по вкусу. Ну, я посолю так, как мне нравится. Если что, можно досолить. Все равно приправы будут. Так что, ладно, берем лавровый листик. Лавровый листик вот так вот немножко помять, потрощить. И тогда он на две кусочки. Есть. Это лавровый листик был. Берем сухие приправы, которые сухие травы ароматные всякие. Тоже где-то вот так вот я его возьму, эти травы. И теперь я еще возьму просто перец черный молотый. Вот это все хозяйство. Вот тут уже, как говорят, на вкус. Или на глаз, или на язык. Берем немножко подсолнечного масла. Где-то вот так. Можно капельку. Все. И уксуса совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть уксуса. То есть он даст какой-то свой чуть-чуть привкус, и все. Вот, хватит. Это все хозяйство, у кого есть перчатки, в перчатках. А так как я делаю для себя, я просто так чистыми руками. Хорошенько все смешаем. Запах какой пошел. Какой запах пошел. Уже я знаю, что многие завидуют. Сейчас буду слюнки течь. Вот таких, как я, которые сейчас шашлык не делают, а сидят только смотрят. Так что, вот смотрите, какой вид получился. А? Даже можно немножко тоже вот так примять, чтобы лук еще так пустил сок. И тогда подсолнечное масло, оно вот тоже вот эти все ароматы затягивает в мясо. Вот, смотрите. А? Прелесть. Вот это все минимум, если мясо свеженькое и все, не мороженое, минимум на полчасика, а лучше на пару часиков. Сейчас вот этим пленкой пищевой накроем и в холодильник поставим на нижнюю полочку. Вот, не забываем в это время еще палочки замочить в водичке. Вот пускай хотя бы полчасика там поплавает, набухнут, и тогда будет хорошо, не погорят. Итак, если 2 часа прошло, или больше времени прошло, или просто вам надоело ждать и вы уже хотите кушать, значит надо доставать шашлык из холодильника и начинать его нанизывать на палочки. Вот наши палочки. Приступим. Вот. Палочки уже мокренькие, потому не будут гореть. Делаем таким образом. Раз. Так как это шея, мясо немножко, так сказать,
с прожилками. Не будем использовать сало. И не будем нанизывать лук, потому что лук готовится не так, как мясо, не с одним и тем же временем. Значит, будем просто делать мясные шашлычки. Но запах, конечно, изумительный у этих шашлычков уже получился. Вот, лук мы применим для других целей. Ну, если попадется какой-то кусочек, какая-то луковичка, это не страшно. В общем, продолжаем этот процесс бодренько, уверенно, так сказать, предвкушая вкус. И таким образом у нас все пойдет. В это время, чтобы не было скучно, можно всегда хлебнуть чуток пивка, послушать какую-нибудь музыку. Но я думаю, что с таким запахом, который ощущается с этой вот кастрюльки, тут и без этого весело становится. Так что нанизываем. Вот, получилось у меня вот такое. Лук вот такой, очень ароматный. Не выбрасываем, он нам пригодится. Значит, теперь берем противень, берем рукав для запекания и аккуратненько, чтобы не порвать сильно, укладываем туда шашлычки. Опа, в серединку. У нас рукавчики вот такого стиля. Не знаю, у каждого они, может быть, свои. У нас такой. Так как у них немножко есть подсолнечного масла и специи, я вообще ничем смазывать не буду. Вот, постараемся укладывать в один рядок. Тогда быстрее все это хозяйство пропечется. Опа. Почти там. О, последний. Вот. Есть. Рукав такой штучкой, которая для закрывания. У нас, кстати, вот такие штучки. Вот. Такие вот. Просто загибаете. Так вот. Взяли, загнули немножко. Духовка у меня уже там это зажженная. Ждет. Уже нагревается, разогревается. Так что в это время, пока это все делаем, духовку разогреваем. Я разогреваю по максимуму. У каждого своя плита. Так что увидим. Не забываем в рукаве где-нибудь сверху, так, только не снизу. Дырочку такую, хоп, надрезать. Туда вот, маленькую совсем. Будет пар выходить. Ну все, теперь это все уезжает в духовку. На среднюю полочку. Итак, наши шашлыки в духовке на полную катушку разогретой. Начинает там разогреваться, чтобы жариться. А мы в это время сделаем соус для шашлыков. Для этого берем сковородку и разогреваем вот тоже на большом огне. Немножко добавляем туда подсолнечного масла. Раз. И ждем, пока разогреется. Сковорода разогревается. Попробовать, разогрелась или нет. Можно взять один кусочек лука. О, и уже разогрелась. Можно жарить. Вот, для этого мы сохранили этот лук. Вот который. Этот лук у нас теперь уходит сюда. Этот весь лук мы теперь хорошо обжарим и делаем из него такой соус для шашлыков. Потому я говорю, что лук не выбрасываем, а применяем на большом огне и аж так, чтобы золотистый стал. Вот у меня даже один тут кусочек мяса затерялся, мы его сейчас обжарим, просто будет кусочек жареный, потом вымем. Итак, помешиваем и хорошо жарим. Каждый жарит, как ему золотистый цвет кается. Я люблю, чтобы было немножко такое хорошо поджаренное. После этого открываем томатную пасту. Я беру такой, как пюре такое томатное у нас продается. И все это хозяйство
заливаю вот этим пюре. Каждый может выбрать свое. Вот. Раз. Вот. Выставляю на средний огонь, сейчас поставим. Также не забываем, берем чесночок и выдавливаем немножко чеснока, вот, который мы там приготовили. Вот это через чесночную давилку все сюда же. Ну, тоже тут уж на вкус и цвет, как говорят, кому сколько нравится. Я выдавлю 3 зубка. Мне так нравится. Кто-то может захочет один, а может кто-то и вообще не захочет его выдавлять. Вот. После этого все это будем, помешивая на среднем огне, выпаривать до того, чтобы стало такое немножко густоватое. И вот когда станет густоватый, вот этот наш соус для шашлыка будет уже готов. Мы его выложим и будем ждать появления самих шашлыков. К такому количеству соуса, конечно, надо побольшее количество шашлыков, но это все равно будет очень вкусно, так что не останется. Кстати, этот соус можно взять ложечкой, немножко попробовать, и при желании, да, и при желании можно еще присолить немножко и поперчить. То есть все зависит от того, насколько было посолено шашлычки. Так что возьмем немножечко еще тоже это. Ну все, теперь изредка помешивая, доводить до полной готовности, до консистенции, которая вам больше нравится. И только наблюдать за этим. Ну, мне вот нравится где-то такая вот консистенция, видите? Вот такая. Так что все это будем выключать и давать остывать. Все, это готово. Ну вот, 20 минут прошло, рукав разрезаем сверху и на 10 минут еще в духовку, чтобы теперь полностью зажарились сверху, чтобы был красивый цвет, зарумянились. Ну все, теперь последний заключительный сюжет. Это надо ж представить, что получилось. Смотрите, получилось запах, камера не передает, но превосходный. Шашлычки зарумяненные. Соус просто прелесть. Рекомендую шашлычки с хорошим вином органическим. Здесь, кстати, в Аргентине нормальное вино, это, ну, по моему мнению, это когда органическое. Вот даже на нем, на крышке, здесь написано, что это самый, вот, Cultivo Orgánico. Мы берем их в магазинах, которые я когда-то показывал, органических продуктов. Потому что если взять обычное магазинное вино, по-моему, они чем-то его размешивают, в общем, крыша едет, плеск стоит. А вот органическое вино очень такие. Так что осталось нам только попробовать это все хозяйство. Смотрите, вот получаемся на природе, вот вам пальмы, вот вам вино, хорошую компанию, и можно пробовать шашлык. Смотрите, какой получается. Вот соус очень. Вот такой от консистенции. Шашлычок мягенький очень. Можно попробовать. А ну, прямо как на природе. Прелесть. Пока готовьте, наслаждайтесь. Нет возможности поехать на природу, значит делайте природу дома. До следующих видео. За вас.